А вы видели самые невероятные автомобили? От тачек размером с кресло до невероятных суперкаров, которые одинаково хороши на асфальте и в воде. Я собрал самые невероятные машины, которые вас точно удивят. А в конце оставил настоящее технологическое безумие. Вы удивитесь. BongBug 700E. И давайте начну с этой малышки. В период с 1970 по 1974 год было выпущено 2270 автомобилей BongBug 700E. Эти уникальные трехколесные машинки, снабженные двигателем на 29 лошадиных сил, объемом 700 кубических сантиметров, предназначались всего для 2 пассажиров. Всего за 23 секунды они могли разогнаться до 100 км в час. Практически гоночный болид для того времени. Скромные размеры не мешали производителям из Великобритании укомплектовать каждый автомобиль запасным колесом. И все это за $1500. Купили бы себе такую? Renault Trezor. А что скажете про эконом-класс будущего? Недавно компания Renault показала свой автомобиль с кодовым именем Trezor, и это было что-то совсем необычное. Публика, безусловно, была поражена. Этот автомобиль не просто новая модель, а визионерский проект, демонстрирующий направление, в котором будет развиваться бренд. Подумайте только, вместо обычных дверей у этого авто кузов — это единая карбоновая оболочка, вход в который осуществляется через подъемную систему. Любопытно, правда? Дизайнер Лоренс Ван ден Акер поставил акцент на целостности и инновациях, делая Trezor не просто красивым, но и функциональным. И, конечно же, как и подобает автомобилю будущего, Trezor работает на электрической тяге. С его мощностью в 350 лошадиных сил и крутящим моментом в 380 ньютон-метров он разгоняется до 100 км в час всего за 4 секунды. Батареи умно размещены в днище, что не только экономит пространство, но и улучшает управляемость и устойчивость машины. Выглядит очень неплохо. Stout Scarab. А теперь представьте автомобиль, который настолько абсурден и необычен, что его легче увидеть в сцене научно-фантастического фильма, чем на улицах города. Stout Scarab, появившийся в начале 1930-х годов, считается прародителем современных минивенов. Задняя часть Scarab просто завораживает. Представьте яйцо с 6 жаберными прорезями по бокам и хромированными струнами, опускающимися с крыши. А передняя часть, она будто старый, утомленный бульдог с грустными глазами-фарами, что вызывает сожаление и умиление одновременно. Дизайнеры решили добавить и огромную стойку, разделяющую лобовое стекло пополам, дополнив этот эклектичный образ. И, конечно, хром он везде, добавляя блеска этому автомобильному экспонату. Интересно, 4 боковых стекла добавляют функциональности или это чисто для красоты, но выглядит очень необычно. Twike. А что будет, если объединить велосипед и автомобиль? Встречайте Twike – гибрид, который начал свое путешествие по дорогам мира в 1992 году и до сих пор не сбавляет обороты. Этот уникальный транспорт создан совместными усилиями Германии и Швейцарии, и представьте, он все еще производится. Twike может работать на электромоторе мощностью 7,4 киловатта и на человеческой силе. Да, внутри есть педали, и пассажиры могут крутить их, чтобы поддерживать движение 246-килограммового транспортного средства. Интересно, что благодаря этому упражнению вам даже не понадобится обогрев. Активность на педалях разогреет вас лучше любой печки. Что касается скорости, то Twike не предназначен для гонок. Его максимальная скорость составляет всего 85 км в час. Но это не умаляет его ценности. Особенно, когда речь идет о стоимости от $22 300. Запас хода на электромоторе может варьироваться от 50 до 300 км в зависимости от типа установленных батарей. Мне кажется, что Twike – это великолепный способ добавить физическую активность в повседневные поездки. Honda Puyo. Ну и взгляните на этого милого малыша. Honda Puyo, или как его еще называют, пузырек на колесах, это чистый пример того, как автомобиль может быть не только функциональным, но и экологически чистым. Работающий на водороде, этот автомобиль не только бережет природу, но и предлагает невероятный комфорт благодаря своему полностью прозрачному обзору из кабины. Интересно. О, а куда делся руль? Оказывается, в Puyo его заменили на джойстик, что добавляет управлению легкости и интуитивности. Не меньше удивляет и его кузов, который светится и мягко поддается при прикосновении. Вы только представьте, насколько это необычно. Компания Honda считает, что такой дизайн особенно понравится современным девушкам.
Nissan Hyperforce. Но давайте расскажу о чем-то гораздо более мощном. Nissan продолжает радовать своих поклонников, и на выставке Japan Mobility Show 2023 года они представили свою новую звезду – электрический суперкар Hyperforce. Может ли он стать новым наследником легендарного GT-R? Вполне возможно. Hyperforce – это не просто электромобиль, а настоящий гиперкар с двумя мощными электромоторами и инновационной твердотельной батареей, выдающей впечатляющие 1000 кВт и около 1360 лошадиных сил. С такой мощностью он способен разгоняться до 320 км в час, а до 100 км в час разгоняется всего за несколько секунд. Представляете, какое это чувство – управлять такой мощью? Интерьер Hyperforce создан для тех, кто живет скоростью. Салон напоминает кабину космического корабля, где все светится и мерцает. Предназначен для трековых заездов с центрально расположенным стеклоочистителем и гоночным рулем. Всего два режима движения – R для гонок и GT для более спокойного перемещения по трассе. А знаете, что еще удивительно? Hyperforce позволяет интегрировать реальный и виртуальный мир с помощью VR-шлема, давая возможность соревноваться с виртуальными противниками, не выходя из гаража. Невероятная машина, согласны? Но идем дальше. Davis Divan. Вскоре после Второй мировой войны в США появилось нечто необычное на рынке – трехколесный автомобиль с кабриолетным кузовом, изготовленный из алюминия и обладающий авиационной аэродинамикой. Это был Davis Divan – машина, которая не просто стремилась выделиться, но и предложить что-то новое. Единственное длинное сиденье на 4 человека. Отсюда и название, как понимаете. Его четырехцилиндровый двигатель объемом 2600 кубических сантиметров мог развивать скорость до 187 км в час и при этом потреблять всего 4-5 литров топлива на 100 км. Неудивительно, что создатель этого авто, Глен Дэвис, видел в нем большое будущее, предполагая, что американцы оценят его маневренность и экономичность в занимаемом пространстве на парковке. Он был умелым манипулятором, напоминая современных визионеров вроде Илона Маска. Убедив кредиторов в успехе своего проекта, он получил финансирование в размере $1 200 000. Результатом стала грандиозная рекламная кампания и производство всего лишь 12 экземпляров. Каков же был итог? Американцы, как оказалось, не были готовы к такому экстравагантному новшеству. Трехколесный автомобиль не нашел своего покупателя, и компания вскоре обанкротилась. Глен Дэвис, мечтатель-инноватор, оказался за решеткой на 2 года. BMW Z1. А видели BMW Z1? Мне очень нравится этот автомобиль. Двухместный родстер стал чем-то особенным на автомобильном рынке с 1988 по 1991 год. Он продержался на конвейере всего 3 года, но оставил заметный след в истории автодизайна. Одной из его уникальных особенностей были двери, которые складывались вниз прямо в пороге, а не открывались традиционным способом. Это было не просто новшество, это было вызовом традициям. Двигаясь на задних колесах, его 2,5-литровый мотор развивал 170 лошадиных сил, предлагая динамичное и волнующее вождение. Несмотря на производство около 8000 экземпляров, Z1 оставался нишевым продуктом, ведь его дизайн и форма кузова действительно были на любителя. И как истинные баварцы, BMW умудрились удивить. Последний выпущенный экземпляр оказался праворульным. Зачем и почему, компания так и не объяснила. Мотолимузин Harley Davidson. А что скажете про это невероятное создание? Встретив на дороге мотолимузин Harley Davidson, вряд ли удастся скрыть удивление. Этот агрегат переворачивает представление о классических мотоциклах бренда, известных своей мощью и брутальностью. Но представьте, что все эти качества сочетаются с неожиданной роскошью и комфортом. Сохранив мощный двигатель, этот мотолимузин способен громко заявить о себе на любой дороге, при этом не позволяя даже самой громкой зыке заглушить его рев. Управление этой машиной оказывается даже удобнее, чем у обычного мотоцикла. Пассажирский отсек вмещает 8 человек, обеспечивая пространство, сравнимое с настоящим лимузином, но с еще большей изысканностью. Каждое сиденье оснащено технологией индивидуального подстраивания и отделано натуральной кожей, создавая ощущение исключительного комфорта. Монитор, бар, медиасистема и большие окна делают пребывание внутри не просто приятным, а истинно роскошным. Этот мотолимузин больше, чем просто транспортное средство. Это заявление о стиле, демонстрация того, как можно переосмыслить классические подходы и предложить что-то абсолютно новое. Хотел бы я на таком прокатиться.
Bugatti Chiron Stretch Limo. Ну и раз заикнулся про лимузины, то про эту машину я просто обязан рассказать. Встречайте вершину автомобильного мастерства. Bugatti Chiron Stretch Limo. Автомобиль, который переопределяет понятие скорости и роскоши. Этот лимузин не просто транспортное средство, а произведение искусства, которое удивляет своей уникальностью и изысканностью. Chiron Stretch Limo оснащен 4 дверями типа крыло чайки, которые добавляют ему элегантности и выделяют среди прочих автомобилей. 8 колес подчеркивают его доминирующий характер и способствуют улучшению устойчивости и управляемости на высоких скоростях. Интерьер лимузина – это отражение современности и комфорта. Кожаные сиденья, элементы из углеродного волокна и множество экранов создают внутреннее пространство, где каждая деталь продумана для максимального удовольствия пассажиров. Стеклянная крыша раскрывает панорамные виды, позволяя наслаждаться окружающим миром в полной мере. Под капотом скрывается мощный 8-литровый квадротурбо двигатель в 16, который выдает впечатляющие 1500 лошадиных сил. Эта сила обеспечивает невероятные динамические характеристики, делая Chiron Stretch Limo одним из самых быстрых лимузинов в мире. Хотя точная стоимость этого шедевра пока не объявлена, можно предположить, что она будет исчисляться десятками миллионов долларов. И я практически уверен, что желающие купить найдутся за любые деньги. Amphicar 770. А хотите машину для любителей водных приключений? Знакомьтесь, Amphicar 770. Самый популярный гражданский амфибийный автомобиль в истории. Созданный немецким инженером Гансом Триппелем, этот 4-местный чудо-автомобиль выпускался с 1961 по 1967 год. За эти годы было произведено всего 3878 экземпляров, большинство из которых отправились покорять просторы США. Amphicar оснащался мотором от Triumph Herald объемом 1147 кубических сантиметров и мощностью 43 лошадиные силы. На суше он вращал задние колеса, а на воде активировал 2 гребных винта, расположенных сзади. Индекс 770 не случайен. Он символизирует скорость 7 миль в час на воде и 70 миль в час на сухопутной дороге. Сегодня Amphicar является настоящей легендой, и стоимость его начинается от 110 до 130 тысяч долларов. Высокая цена, неудачный маркетинг и изменения в нормах безопасности в США привели к тому, что производство прекратилось в 1967 году. Этот автомобиль стал символом эры, когда инновации не знали границ, а мечты о машине, которая могла бы путешествовать по земле и воде, стали реальностью. Хотели бы себе такой? Chevrolet SSR. Chevrolet SSR – это именно тот случай, когда автомобильный мир возвращается к своим корням, но не забывает о современности. Пикап-кабриолет с одинарной кабиной, выпущенный в 2003 году, выделяется своим смелым и агрессивным дизайном, напоминая стилистику автомобилей 50-х годов. Но несмотря на его внешнюю привлекательность и мощный 8-клапанный двигатель объемом 6 литров, развивающий 390 лошадиных сил, SSR столкнулся с рядом проблем. Платформа, взятая у внедорожника концерна GM, не позволяла наслаждаться плавностью хода на менее чем идеальных дорогах. Малейшие неровности превращали поездку в скрипучую и трясущуюся трагедию, что сильно сказалось на восприятии автомобиля публикой. В итоге, за 3 года производство было выпущено всего около 25 тысяч экземпляров, и даже в США он не нашел широкой популярности. Хотя, казалось бы, автомобиль был заточен именно на этот рынок. Rinspeed Splash. Ну, давайте покажу и еще более экзотический пример инновационного дизайна. Встречайте Rinspeed Splash, созданный Франком Риндеркнехтом. Этот углепластиковый кабриолет, представленный в 2004 году, стал первым в серии амфибийных проектов от Rinspeed. Splash не просто автомобиль. Это глиссер на подводных крыльях, который может скользить над водной поверхностью на высоте около 60 сантиметров, достигая скорости до 80 км в час. Особенностью Splash является его способность трансформации. Передние крылья, спрятанные в кузовные пороги, могут поворачиваться на 90 градусов и наклоняться вниз, создавая V-образную несущую плоскость. Это позволяет амфибии не только плавать, но и двигаться на суше со скоростью до 200 км в час благодаря 750-кубовому турбомотору, выдающему 140 лошадиных сил. Неплохо для такого гибрида, правда? Toyota Fun Fight.
Ну и, как обещал, настоящее технологическое безумие. Toyota Fun Phaeton, представленный на токийском мотор-шоу в 2011 году, поистине заслуживает звания автомобиля 22 века. Этот концепт-кар от Toyota был описан как гаджет на колесах, и это вполне оправдано, учитывая его возможности и функциональность. Fun Phi стирает границы между традиционными автомобилями и цифровыми технологиями. Отсутствие обычного лакокрасочного покрытия и присутствие сенсорной поверхности, которая позволяет изменять внешний вид автомобиля по желанию водителя, делает его настоящим полотном для цифрового искусства. Представьте, что вместо стандартного цвета на вашем автомобиле могут отображаться любые изображения высокого качества, от виртуальных произведений искусства до персонализированных сообщений. Интерьер автомобиля как будто вышел из научно-фантастического фильма с его голографическим интерфейсом и возможностью голосового управления всем, что только возможно в машине. Интеллектуальный автопилот и управление автомобилем через смартфон делают Fun Phi не просто средством передвижения, а полноценным участником цифровой экосистемы. Двигатель Fun Phi работает на электрической тяге с возможностью зарядки от магнитной основы, что подчеркивает экологичный и передовой характер автомобиля. Специальные электромагнитные зарядные станции обеспечивают быструю и удобную подзарядку, что делает его идеальным выбором для городской среды будущего. Хотели бы на таком покататься? Пишите в комментариях. Кстати, если вы любите технику, интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то переходите в мой телеграм-бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать и спасибо за просмотр.